Здравствуйте, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, а это ваш астрологический прогноз на следующую неделю с 1 по 7 апреля. Достаточно много разных событий может вас поджидать. К концу недели Венера меняет свой знак зодиака почти на целый месяц. Давайте узнаем, к чему это все. Наливайте чай или кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали. Мы начинаем! Понедельник Луна будет в вашем знаке зодиака, в знаке зодиака Стрелец, там же, где она была все выходные, в первом доме гороскопа. Поэтому здесь вы можете наконец-то посетить косметолога, дерматолога, человека, который поможет вам внешне измениться. Может, стилист, может быть, какой-то дизайнер, не знаю, который подбирает одежду. Захочется что-то в себе поменять, прическу, стиль, одежду, физическую какую-то составляющую. Может быть, сядете на диету, может быть, будете пропивать какой-то курс таблеток по похудению, либо будете заниматься спортом. Захочется в понедельник как-то себя по-другому почувствовать и увидеть в зеркале. Поэтому здесь, может быть, просто поменяйте губную помаду или, не знаю, наденете бейсболку. Вот не носили вы бейсболку полгода, вот в понедельник ее наденете. Луна в Стрельце вообще это оптимизм. У вас будет хорошее настроение достаточно в понедельник, если его вам никто не испортит из окружения. Затем, при увеличении своих сил и возможностей, это тоже Луна в вашем знаке зодиака. Вот здесь вы можете немного переборщить, если будете проталкивать свое мнение в окружение, отстаивать очень сильно свою позицию, вот просто перекрывать другим воздух. Поэтому, пожалуйста, стрельцы, не переусердствуйте, не перегните палку. Если вдруг ваше мнение очень важно, старайтесь правильно его сформулировать и не навязывать никому. Первый дом гороскопа – это таланты. Проявляются таланты, способности, поэтому в понедельник, за что бы вы ни взялись, все должно у вас получаться. Ну, так как и Луна в вашем знаке, и оптимизм будет, поэтому, если решили построить дом, вы его построите. Ну, конечно, не за понедельник и не за вторник, но потихонечку к этому будете подходить. Легко будет вас заразить новыми идеями в понедельник, поэтому ваш разум, ваш ум будет открыт для того, чтобы что-то новенькое в него попало, чем бы вы зарядились на, может быть, на месяц ближайший или даже на год. Какая-то идея вас может сподвигнуть на действия определенные, на которые вы раньше бы вроде бы как бы и не пошли. Но вот идея эта со стороны, которая придет, может вас вдохновить, поэтому желаю удачи. Вторник и среда, дорогие стрельцы. Луна в знаке зодиака Козерог в вашем втором доме гороскопа. В доме денег, богатства, трат, расходов. Наконец-то можно заработать кучу денег и отправиться на Бали, отдыхать, пить секс на пляже, вообще ни о чем не думать. Конечно, это все в наших мечтах, и эти мечты вполне осуществимы, если мы будем просто сдержанно вести себя в плане финансов. И к этому будет призывать Луна в Козероге. К сдержанности, к дисциплине. Нельзя во вторник и в среду покупать то, что вот просто вам понравилось. Или вот сказать: ой, да какая красивая штучка-дрючка, дай-ка я себе ее куплю. Не надо тратить деньги на ненужные вещи. Нужно все-таки быть поэкономнее во вторник и в среду. Затем, чувство ответственности будет у вас за бюджет. Может быть, вы поймете, что сейчас на вас держится весь дом, на вас держится семья, на вас держится вот просто буквально все. Вы почувствуете на себе какую-то гиперответственность. Но опять же, стрельцы, да, не преувеличивайте, не надо делать из мухи слона. Конечно, если даже вы ответственны, не надо на себя брать еще что-то, там, дополнительные какие-то подработки или дополнительные какого-то, там, не знаю, человека, которого нужно опекать. Старайтесь, пожалуйста, сохранить спокойствие и не брать на себя больше, чем положено, иначе вы быстро сломаетесь просто. Луна в Козероге – это внимание на материальную сторону жизни, как я уже сказал. Луна будет во втором доме гороскопа. Во вторник и в среду очень сильно будет ваше внимание сфокусировано на деньгах. Где брать деньги? Каким образом? Где найти работу? Может быть, будете изучать рынок труда, куда-то стараться перейти из этой работы на другую работу, искать что-то будете, возможно. Ну и еще в делах будут какие-то ограничения, препятствия. Опять же, это все, что связано с семьей, с семейными какими-то вопросами. Это связано с самооценкой, если вы вдруг хотели, не знаю, взять какой-то курс по самооценке, как ее поднять, как себя изменить. Могут быть какие-то препятствия. Может быть, литературу вы захотите какую-то приобрести, но сейчас ее нигде нет, не найдете вы ее.
И нововведения любые воспринимаются настороженно, когда Луна в Козероге, поэтому если вдруг на работе будут какие-то новые правила, новые обязанности, вы будете через «не хочу» их выполнять и, может, даже спорить о том, что не надо мне ничего, вот я выполняю вот это, и не трогайте вы меня, отстаньте вы от меня, я вот за это получаю деньги, все, а это уже ко мне не относится. Может быть и такая ситуация, поэтому будьте готовы, стрельцы. Четверг и пятница, Луна в знаке Зодиака Водолей, в вашем третьем доме гороскопа, это общение, коммуникации, переписки, созвоны, встречи, расхождения. Все, что касается вот просто вот болтовни, разговоров, сплетен и тому подобное. Вообще вы будете достаточно нервно относиться к каким-то замечаниям, каким-то комментариям. Кто-то вас может вообще вывести на эмоции в разговоре, поэтому в четверг и в пятницу, пожалуйста, будьте поспокойней. Захочется каких-то перемен в общении, может быть, вы захотите с кем-то познакомиться в четверг и в пятницу, либо человек какой-то придет в ваше окружение и захочет с вами лично пообщаться, узнать, может быть, о вас что-то. Захочется поменять транспорт, если у кого-то из вас есть машина, вот вы будете приглядывать какую-то новую себе модель, либо менять машину захотите, поменять что-то в машине, салон новый, краску какую-то новую, покрасить автомобиль не в желтый, а в зеленый захотите, может быть и такое. Новости придут в четверг и в пятницу. Они будут касаться торговли, они будут касаться каких-то поездок за город, либо в командировку, что-то с этим связано. Затем договора, какие-то бумаги будете подписывать, либо вы ждали какие-то бумаги, они должны прийти в четверг, в пятницу, либо вы будете подавать какие-то документы, чтобы получить какие-то бумаги. Вот вся вот эта бумажная волокита в четверг и в пятницу у вас, возможно, проиграется. Затем трудно будет в решении каких-то обычных бытовых проблем. Вот что-то сломалось, кран потек, надо поменять. О, господи, нет, не сегодня, завтра, послезавтра, через 3 года. Давай поменяем через 3 года. Вот такое будет состояние, что вот сложно будет что-то решить в домашних условиях. Вот как-то все будет не так, как вы хотите, и сил на это не будет. Либо вы устанете повторять одно и то же уже все, и забьете просто. Скажете, ой, все, пусть течет кран, все, отстаньте только от меня. Луна Водолей еще это очень важно в четверг и в пятницу думать, прежде чем вы говорите. Вы можете кого-то обидеть. Вот ненароком, вот нечаянно, вот что-то вы ляпнете, и человек на вас обидится. Потому что Луна все-таки в третьем доме гороскопа, опять же, повторюсь, это общение, коммуникации, много-много разговоров каких-то. Вы можете что-то вот выпульнуть, что-то вот такое. Может, не в той тональности вы что-то скажете, и человек просто закроет перед вашим носом дверь. Будьте, пожалуйста, повнимательней. И еще Луна Водолей это какие-то поступки, непривычные для вас. Вы можете как-то поступить с какой-то ситуацией. Какая-то ситуация может у вас проиграться в жизни в четверг и в пятницу, и вы от себя не ожидаете, что вы, оказывается, можете вот так поступить. Что именно конкретно, я вам не скажу, но будьте повнимательнее. Одновременно с этим 5 апреля Венера меняет свой знак зодиака и входит в созвездие Овна. И там она будет до конца апреля. Во-первых, Венера в вашем 5 доме, а это дети, это все, что связано с удовольствием, с комфортом, все, что вот вам нравится, все, что приносит радость в вашу жизнь. Вот здесь обостряются чувства. Острые какие-то реакции с вашей стороны могут быть на какие-то замечания, колкие замечания в адрес ваших детей, в адрес в какие-то дела, которые вы... Творчество. Вот вы каким-то творчеством занимаетесь, и какая-то колкость проскачет, кто-то вам что-то там скажет, вы взорветесь. Поэтому, пожалуйста, стрельцы, будьте, пожалуйста, поспокойнее немножечко. Затем обиды могут быть от того, что недостаточно внимания от детей. Как будто дети хотят от вас внимания, либо наоборот, вы хотите от детей внимания. И вот что-то вот будет не устраивать вас в течение апреля. Вот что-то не можете вы никак встретиться с детьми, если они уже взрослые. Либо добиться от них какого-то расположения, добиться от них какого-то разговора, вот по душам как-то с ними поговорить. Ну, как-то будет не получаться, вы будете из-за этого обижаться. Но опять же, да, стрельцы, не беспокойтесь, все наладится. Затем инициатива быстро проявляется. Не то, что быстро, а ярче проявляется инициатива, и вы можете себя проявить, самовыражать. Вообще, вот апрель для вас, начиная с 5 по 29 число, самовыражайтесь, стрельцы, заявляйте о себе. У вас будет вот эта вот самоуверенность, что вы можете быть кем угодно, когда угодно и что угодно делать. Поэтому здесь все силы только для вас и у вас. Собственный бизнес — это тоже 5 дом, и поэтому здесь вам очень важно будет
какая-то нужда появится в собственном признании каких-то достоинств. Вот чтобы вас кто-то похвалил, чтобы заметили ваши успехи, если у вас свой бизнес, чтобы вот кто-то заметил его, чтобы похвалили, сказали, какой у тебя классный продукт, у тебя классный товар, как ты классно это все делаешь, как ты умеешь классно продавать. Вот захочется, чтобы вас оценили в течение всего периода, пока Венера будет в знаке зодиака Овен. Вот так может проиграться эта замечательная планета в Овне. Суббота и воскресенье, Стрельцы, Луна переходит в знак зодиака Рыбы, ваш 4-й дом гороскопа, а это все, что связано с переездом, с недвижимостью, с квартирой, с жильем, там, где вы сейчас проживаете на данный момент. Захочется как-то переделать планировку, либо, может быть, мысль такая будет, идея может прийти, что нужно что-то переставить, нужно что-то выкинуть, нужно что-то поменять, технику какую-то нужно срочно приобрести в дом. Потому что вы будете чувствовать себя дискомфортно. Какая-то вещь в доме будет вас раздражать, бесить будет прям. Вы захотите это выкинуть, либо поменять, обменять, продать даже. По поводу переездов, как я уже сказал, может быть, будут мысли о том, что нужно поменять локацию, нужно пожить там где-то, или поехать к родителям, у них пожить. Потому что 4-й дом — это все, что связано с родителями и с мамой. Может быть, мама приедет к вам на время, либо вы поедете в гости, потому что суббота, воскресенье, да, выходные, может быть, и надо куда-то поехать. Поеду-ка я к маме в гости. Затем Луна в Рыбах — это момент, когда проявляются какие-то таланты. Вы можете показать людям на то, на что вы способны. Может быть, это будут таланты, связанные с дизайном квартиры. Может быть, вы будете планировку менять до такой степени, что ни у кого такой планировки нет. Квартира просто будет хором и дворец, а не квартира просто. Может быть, мысли такие будут на этот счет, вы будете что-то записывать. Ну и все, что касается внутреннего мира, а особенно по 4-му дому, это сексуальная жизнь. Сексуальная жизнь может быть на переднем плане, перед вами, фокус внимания будет на этом как-то сосредоточен. Захочется обнимашек, целовашек, захочется вот прям каких-то признаний, какой-то любви, какой-то вот человечности захочется от любимого человека. А если вы еще одинокий стрелец, то захочется с кем-то знакомиться. Будут мысли о том, что почему я один, почему я одна, не получается никак встретить своего Васю или свою Маню. Ну вот почему, как, что происходит, что я делаю не так. Будут мысли на этот счет в выходные. Но, пожалуйста, стрельцы, далеко в это не погружайтесь, не углубляйтесь. Все непременно наладится, встретите вы свою любовь обязательно. Но ни в субботу, ни в воскресенье не надо себя загружать плохими мыслями. А так, в принципе, все. Дорогие, милые мои стрельцы, я желаю на следующей неделе вам больше сил, больше оптимизма. Не теряйте свое солнышко, которое есть у вас внутри. Я уверен, что у вас все получится. Идите вперед, с позитивом. Стакан всегда наполовину полон. У вас всегда будет все получаться. Главное — верить в себя и то, что все будет хорошо. Вот такие мысли должны у вас никогда не выходить из головы. Все непременно получится. Спасибо большое всем за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, если случайно на него попали, и пишите свои комментарии. Мне будет интересно их почитать. Еще раз, стрельцы, удачи вам и хорошего настроения на следующей неделе. Пусть оно вас не покидает. Всем до свидания.